Добрый день, друзья! Очередные новости из-за океана, и я вам их довожу. ТАСС сообщает об информации из американской газеты Hill о том, что Джо Байден определился с кандидатурой на должность главы Госдепартамента США. В сообщении издания говорится о подтверждении бывшим официальным лицом администрации Обамы, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается основным претендентом на данный пост. Сообщается, что Блинкен был в прошлом первым заместителем госсекретаря. На эту высокую должность рассматривались также кандидатуры сенатора Криса Кука и бывшего советника президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. По сведениям источников, Байден может объявить о своем выборе в начале следующей недели. Тем временем Дональд Трамп заявил о том, что крупные фармацевтические и технологические компании, а также средства массовой информации добивались его поражения на выборах. Так, с его слов, во время предвыборной кампании крупными фармацевтическими компаниями была запущена против него негативная реклама стоимостью в миллионы долларов. От него также прозвучали обвинения в адрес крупного производителя лекарств Pfizer в намеренной задержке заявления об успехе разработанной вместе с немецкой BioNTech вакцины. Все это было сделано для того, чтобы не увеличивать шансы действующего главы государства на победу. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Маккинони в ходе брифинга в Белом доме подчеркнула, что Белый дом не комментирует ход юридических процессов, запущенных по инициативе предвыборного штаба Дональда Трампа из-за прошедших выборов, и потребовала обратиться за разъяснениями в предвыборную кампанию. Но с ее слов, юридические процедуры по результатам выборов продолжаются, и имевшим место нарушениям будет уделено большое внимание. Напомню, ранее CNN со ссылкой на источник из окружения президента сообщала о том, что Трамп, зная о своем проигрыше, специально откладывает процесс передачи власти Байдену, мстя таким образом демократам за то, что они инициировали расследование о его сговоре с Россией, приведшее к победе в 2016 году. Американский лидер считает, что это во многом смазало начало его президентства. Тем временем 3 избирателя и общественная организация подали в суд на действующего президента и его предвыборный штаб, обвиняя их в незаконной попытке пересмотра результата выборов в штате Мичиган. Иск подан в Федеральный суд в Вашингтоне. Обвинения Трампу заключаются в его попытках не допустить официальной сертификации итогов выборов в штате. Напомню, официальное утверждение итогов голосования в Мичигане должно состояться на следующей неделе. Таковы новости о ходе выборов в США на сегодня. При поступлении новых новостей я вам незамедлительно их доведу. Всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. С уважением, Ренат.